Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. Сегодня у нас уже вторая часть нашего обзора бытовой химии против нагара и жира, где мы тестировали целых 8 претендентов. И как вы помните, в предыдущем видео победил Адриэль, средство, которое удаляет нагар и жир с любых поверхностей. И сегодня мы с вами протестируем следующие 4 средства против нагара и жира, а именно Санитол. Стоит он всего 100 рублей за 500 мл. Следующее средство — это Санита жироудалитель Platinum. Стоит 159 рублей 90 копеек за 500 мл. Следующее средство — это Санита антигриз. Стоит 143 рубля 40 копеек за 500 мл. И последний наш претендент — это Сорти Home. Новинка, спрей для кухни универсальный. Органические кислоты против жира, нагара и запаха. Стоит всего 55 рублей и продается в магазине Fix Price. И тестировать мы их будем вот на этой засаленной сковородке с огромным количеством нагара и жира. Посмотрите, посмотрите. Это второй претендент, который мы будем сегодня с вами испытывать. И начнем мы, как всегда, с удаления нашей ручки. И оставим вот эти вот загрязненные поверхности в нашем противне. Наклеим разделительные полосы. И начнем мы с вами со средства Санитол. Сковородка у нас холодная, мы ее не нагревали, так как в предыдущем видео от нагрева поплыла вся краска с нашей сковородки. Следующее средство, которое мы с вами протестируем, это Санита Platinum жироудалитель. И нанесем вот на эту часть сковородки. Здесь средство уже, смотрите, пенное, то есть оно не такое жидкое, как Санитол. Сама упаковка более практичная и удобная, то есть здесь под ручку все. Средство не имеет никакого неприятного запаха, пахнет каким-то ментолом. Давайте нанесем еще чуть-чуть здесь и оставим покиснуть. Следующее средство — это Санита 1 минута антигриз. Бутылочка уже подешевле, вот это вот все болтается и в принципе не очень удобно лежит в руке. Написано, что должно действовать за 1 минуту, посмотрим. Тоже, кстати, пенная. И следующее средство — это Сорти Home, спрей для универсальный для кухни. Давайте его также сболтнем и нанесем. Оно у нас самое дешевое. Также не имеет никакого запаха. Ну и все, дорогие друзья, в каждом из средств нет никакого запаха. Все они приятно довольно-таки пахнут. Не как какой-нибудь шуманит, который продирает глотку и нос до самых костей. Сейчас мы все эти средства оставим покиснуть минут на 5, потом потрем буквально 1-2 минуты, обмоем и посмотрим на готовый результат. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где мы уже протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенца, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. Так, ну вот, дорогие друзья, прошло у нас 5 минут. Посмотрите, что здесь происходит. Смотрите, Санитол вообще просто весь кипит, разъедает весь жир. Сейчас, конечно, это не так видно. Сейчас мы с вами все это обмоем, немножечко потрем и посмотрим на результат первого применения. Здесь Санита Platinum. Смотрите, здесь уже жира практически не осталось. Просто все съело. Средства индивидуальной защиты превыше всего. Берегите свои руки. Попробуем потереть сначала Санитол. Не будем прикладывать особых усилий, просто вот так вот немного протрем обычной губкой. Следующее средство — это Санита Platinum. Попробуем потереть ее, что здесь произошло с ней. Прикладываешь усилия? Нет. Особых усилий я не прикладываю. Давления особого не оказываю. Здесь было Санита антигриз. 1 минута. Попробуем почистить чуть-чуть ее. И здесь у нас было с вами самое дешевое средство Сорти. Все, мы с вами немножко потерли. Теперь давайте это все обмоем
и посмотрим на готовый результат. Так, ну и вот, дорогие друзья, что у нас получилось. Смотрите, это санитол. Смотрите, как он очистил. Вспомните, как было. Сейчас я вставлю маленькое видео о том, какая была сковородка изначально. Смотрите, здесь практически все очистилось. Здесь все стало беленькое, никакого жира. Вот посмотрите, какая она была. Она вся была желтая-желтая. Вот, из-под изоленты это видно. Следующее средство — это Санита Platinum. Справилась она также очень хорошо. Не повредила эмаль сковородки. Очистила практически все загрязнения. С учетом того, что мы наносили всего один раз и не прилагали особых усилий для чистки. Следующее средство — это Санита Антигресс 1 минута. Оно справилось чуть-чуть похуже. Не ушел жир с боковых частей сковородки. Хорошо очистилась нижняя поверхность. То есть вот эти загрязнения, конечно же, остались. Но вот этот ободок полностью чистый. Четвертый наш претендент — это Сорти Home. Не справился совершенно. Пустая трата денег. Не покупайте, не действует совершенно. Смотрите, сковородка какая была, такая и осталась. Никаких изменений вообще не произошло. Сегодня мы с вами не будем тестировать средства на горячую. Сегодня мы выберем победителя сразу после первого применения. По нашему субъективному мнению, сегодняшний победитель — это санитол. Стоит 100 рублей за 500 мл. Чистит так же, как Санита Platinum, абсолютно одинаково, но на 59 рублей дешевле. Так что всем рекомендую санитол, не тратьте деньги зря. А сейчас мы с вами проведем ошеломляющий и шокирующий тест. Сейчас мы эту сковородку будем кипятить в каустической соде. Для этого эксперимента мы с вами возьмем вот такую вот старую глубокую сковородку и добавим туда каустической соды, едкого натрия, и зальем холодной водой. И теперь нашу сковородку мы с вами опустим в каустическую соду, покипятиться минут на 20. Так, ну вот, дорогие друзья, прошло у нас 20 минут. Сковородка в сковородке покипела. Смотрите, какой лайфхак мы придумали. Мы поставили обычный противень, на него поставили сковородку и сверху положили еще одну сковородку. Вместе с вами мы сейчас это все открываем и смотрим, что у нас получилось. Смотрите, дорогие друзья, какой ободок остался в том месте, где каустическая сода не достала. Давайте попробуем немножко потереть. Ну и вот, дорогие друзья, какой результат мы с вами получили. Жир весь вообще отлетел напрочь. Просто ни кусочка нигде не осталось. Все идеально чисто. Посмотрите, как было. Здесь у нас сковородка не поместилась из-за вот этого выступа, чтобы кипятиться полностью. Смотрите, какая она была и какая она сейчас стала. Но есть единственный минус. Краска в некоторых местах тоже начала отходить. Посмотрите. Ну а в целом, если у вас металлическая или сковородка из нержавейки, то этот способ просто идеальный. Смотрите, просто ни капельки жира не осталось. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Пока!